греческий круизный лайнер «Олимпия». Это одно из самых продолжительных пассажирских судов в истории и единственное судно, специально построенное для греческой круизной компании, изначально называвшееся «Олимпия». Лайнер был построен компанией Alexander Steven & Sons на реке Клайд в 1953 году. Длина судна 186 метров, судно перевозило 138 пассажиров первого класса и 1169 пассажиров туристического класса. Он был зарегистрирован в Либерии. Его первое путешествие по намеченному маршруту из Пирея в Нью-Йорк в качестве океанского лайнера состоялось только в марте 1955 года из-за юридических осложнений. В 1961 году маршрут был продлен до Хайфы, Израиль. Его путешествия в Нью-Йорк обычно включали многочисленные промежуточные остановки. В 1968 году «Олимпия» был зарегистрирован в Греции и провел все большее количество круизов, что стало его исключительным занятием в 1970 году. В феврале 1972 года «Олимпия» отправился в Сент-Томас, Карибский бассейн. В метеосводках указывалось, что ожидается штормовой ветер и небольшие толчки в начале рейса, но лайнер все же вышел в плавание. Когда судно шло у мыса Хатерас в Северной Каролине у Бермудских островов, ветер дул со скоростью 50-60 км в час, а высота волн достигала 7 метров. Лайнеру удалось добраться до места назначения, а экипаж был удостоен чести за мужество и хладнокровие. Он был поставлен на прикол в Пирее в 1974 году, а в следующем году греческая круизная компания потерпела финансовый крах. В 1981 году «Олимпия» был куплен компанией Sally Shipping с планом его использования как плавучего отеля, так и для периодических круизов по Карибскому морю. Его переименовали в Кариба и переоборудовали дизелями Клакнер Humboldt Deutz мощностью 20 270 лошадиных сил, заменив паровые турбины. Дизельные двигатели снизили его эксплуатационную скорость примерно до 18 узлов. Помимо новой силовой установки, были проведены обширные модификации салона. Эти модификации включали удаление бассейна Эйджен и преобразование этого пространства в бар Mermaid Ba, преобразование зала Калипсоу, карточного зала и гостиная в люксы. Зал Дерби и таверна, расположенные в кормовой части ресторана Olympian Hall на ресторанной палубе, были преобразованы в казино. Когда план отеля был отменен, лайнер вернулся в круизы и был переименован в Кариба-1 в 1983 году во флот Commodore Cruise Line. В 1988 году их заменили на более традиционную воронку. В 1993 году лайнер был продан компании Regal Cruises и переименован в Regal Impress, после чего начал плавание из порта Ламантин зимой и Нью-Йорк летом. После краха Regal Cruises, Regal Impress был куплен Imperial Majesty Cruise Line для их двухдневного круиза на Багамы. Он был дешевле в эксплуатации и перевозил больше пассажиров, чем их собственный лайнер Ocean Breeze. Судно Regal Impress было показано в конце 2007 года в эпизоде телешоу «Разрушители мифов», где он использовался для демонстрации того, что можно кататься на водных лыжах с задней части круизного лайнера. В сентябре 2008 года Regal Impress был снят со службы для использования в качестве вспомогательного средства при ликвидации последствий урагана Айк. Он вернулся в строй в декабре 2008 года. Его последний рейс
состоялся 6 марта 2009 года. 9 марта 2009 года Regal Impress был отправлен на пенсию компанией Imperial Majesty Cruise Line. Он был поставлен на прикол для продажи и осмотра в Багамах до конца марта. 26 марта издание Maritime Matters сообщило, что Regal Impress был продан на металлолом. Regal Impress покинул Фрипорт в начале апреля и направился к своему конечному пункту назначения – Валанге. Его путешествие длилось более 3 месяцев. Он был выброшен на берег 24 июля 2009 года. В октябре начался слом, начиная с носовой части. Снос был завершен в начале 2010 году. Regal Impress, бывший Кариба-1 и Олимпия, сделал 56-летнюю карьеру, с которой мало кто может сравниться.